Испокон веков люди ставили у себя дома статуи, изображения богов в знак почтения и уважения к ним, показывая им, что они их почитают, дабы повернуть их покровительство, их любовь, их помощь в свою сторону. Если человек занимался торговлей, у него дома был Гермес. Если человек был чиновником, у него дома был Зевс. У каждого человека было свое божество, близкое по душе, и боги не ревновали этому. Были люди, которые почитали всех богов, это были жрецы. И в храмах стояли их статуи, и в домах стояли их маленькие статуэтки. Это плавно переходит в христианство, особенно в католическое христианство, где статуи, почитание статуи, ношение статуи во время крестного хода – это обычное дело. Украшение статуи, надевание на статую цепочек и прочее, прочее. На самом деле вся сила была не в статуях. Сила была в той сущности, которая отправлялась в эту статую тем божеством, той силой, которую почитали. Когда мне подарили статую Ириды, которую еще называют ирис, и в честь нее назван цветок ирис, я ее, конечно, поблагодарила за то, что она пришла в мой дом. Потому что в моем доме все статуи алтарные становятся. Неважно, какое у них предназначение изначально. Я хочу вам сейчас представить, в принципе, я хочу представить этот ритуал, показать и подарить, естественно, практикам. Потому что только практикам можно обращаться с такими просьбами к богам. Ирис, она посланница богов. Когда она идет исполнять волю богов, то из ее крыльев выходит радуга разноцветная. Вот почему назвали цветок ирис, потому что ирис похожа на радугу. Ее лепестки тоже разноцветные, как радуга. Поскольку ритуалы, которые я выставляю, изначально я испробую на себе, скажем так, грубо говоря, только потом показываю, потому что уже уверена, что они срабатывают, поэтому я сейчас вам покажу ритуал, который очень быстро срабатывает. Для сравнения, конечно, я свое желание, озвучу немножко по-другому, более так для массы людей. Скажем, я попрошу творческого взлета. Собственно говоря, если помните, однажды я попросила творческого взлета. Кажется, я проводила ритуал «Дочь Хроноса». И этот взлет произошел. В скором времени мои книги были изданы, и очень много чего еще произошло. И вот если вы по цепочке отследите все наши работы в интернете, вы увидите, что для чего они были предназначены во всех этих работах, во всех этих просьбах и обращениях мы преуспели с вами. Все это получалось. Этот ритуал можно провести, когда вы хотите для человека попросить покровительство богов, помощь их. Вы начитываете слова ритуала, делаете эти движения, делаете все эти ритуальные подношения, а человек просит, говорит свою просьбу. Но если вы хотите, чтобы этот ритуал для вас сработал, естественно, вы обращаетесь от первого лица. Если получите покровительство Ириды, то помощь богов, духов, сил вам обеспечена. Потому что Ирида – это посланница богов. Она доносит до богов просьбы людей. Для ритуала нужны разного цвета свечи, желательно красный, зеленый, можно и желтый, синий, в принципе. Я предпочитаю вот эти цвета. Алтарь у меня черный всегда, как правило, да, в редких случаях бывает красный. Но вы можете взять другой цвет, потому что, поскольку это богиня радуги, она любит разноцветные. Я взяла разноцветные четки. Вы можете взять разноцветные камни. Спички там несколько штук, потом поймете почему.
Виноградный сок нужен. Можете налить виноградный сок в какой-нибудь бокал. Вот у меня просто очень удобный вот такой чайничек маленький для этого дела. Поэтому я вот применяю вот это. Чугунный, правда, он очень тяжелый, кстати. О, наверное, килограмм будет с чем-то. Репейник, календула, ромашка, мята. Это все подходит для ритуала. Здесь репейник. Итак, разноцветные камни, разноцветные свечи, виноградный сок. Желательно хороший сок, дорогой купите, чтобы оно было как можно больше как бы близко к соку виноградного. Если вы живете в деревне, у вас есть возможность как бы выжать с винограда, это отлично. Пусть сок будет темного цвета. Репейник, календула, ромашка, мята. Вот, собственно говоря. Готовим алтарь. Сажаем человека перед алтарем. Если у вас нету ириды, можно посадить просто перед алтарем. Обращение к ириде можно и без... Я вообще говорю, можно без атрибутики. Если у вас их нету, вы можете без этого всего обходиться. Но если будет, конечно, это прекрасно. Конечно, эти статуи со временем усиливаются. Конечно, эти статуи со временем становятся вашими помощниками. Они уже обладатели силы, защиты и прочее. Если нету, не беда. Произносите ее имя правильно. Либо Ирис, если вы не запоминаете Ириду, либо Ирида. Смотрите, чтобы не назвали ее Эридой, потому что Эрида – это богиня раздора. Понимаете меня? Ирис, либо Ирида. Запомните, это очень важно, чтобы не вызвать не ту силу, которая нужна. Итак. Начитываем. «О ты, посланница древних и вечных богов, я к тебе обращаюсь, радужная Ирида. Прошу твоего покровительства. О ты, посланница могущественных богов, прошу тебя и заклинаю, великая посредница, стань мне союзницей. Стань мне другом. Прошу, передай вечным богам, попроси у них помощи мне, новых знаний и силу. Да пребудет сила вечных богов со мною, посланница великих богов. Донеси до них мою просьбу. Пусть дадут они мне творческий взлет. Передай им мою просьбу, и да услышится моя просьба, да исполнится сказанное мной. Славься, радужная Ирида». Прочитаем еще раз. «О ты, посланница древних и вечных богов, я к тебе обращаюсь, радужная Ирида. Прошу твоего покровительства. О ты, посланница могущественных богов, прошу тебя и заклинаю, великая посредница, стань мне союзницей, стань мне другом. Прошу, передай вечным богам, попроси у них помощи мне, новых знаний и новую силу. Да пребудет сила вечных богов со мною, посланница великих богов. Донеси до них мою просьбу, передай им мою мольбу. Попроси мне творческий взлет. И да услышится моя просьба, да исполнится сказанное мной. Славься, радужная Ирида». Я отделила спички, потому что мне так удобнее будет просто зажечь их. А вы можете, конечно, обойтись. То есть именно зажигать. Мне вот так удобнее. Зажигаем спички, кидаем туда, чтобы трава начала, естественно, гореть. Пусть ты чего там во сне кричишь, Пусек? Иногда его во сне кто-то хватает, и он отбивается. Пускай немножко горит репейник, чтобы богиня насладилась этим запахом. Для чего обкуривают вообще травы, для чего ставят алтари, для чего благодарят, для чего зажигают огонь. Я уже говорила, что это все энергия. Травы – это энергия земли,
Огонь – это энергия Вселенной. Езиды, например, называют Бога Ияздан, что есть космический или вселенский огонь. Поэтому это источники силы. Камни – это душа, это, скажем, окаменелая энергия Земли. Поэтому мы пользуемся всеми энергиями, всеми силами. Итак, наливаем. Наслаждайся тем, что жертвует тебе прекрасная Элида. Будь благословенна. Донеси до вечных великих богов мою просьбу. Славься, славься, славься. Да исполнится сказанное. Прошу, заклинаю, передай вечным богам мою мольбу. Пусть подарят они мне творческий взлет, новые знания, новую силу. Да будет так. Заклинаю. Желательно это вообще оставить до утра. Если вы вечером проведете, пусть она наслаждается. Если у вас нет возможности, можете эту емкость поставить где-нибудь, ну хотя бы сутки, чтобы она наслаждалась вот этим запахом и вот этим жертвоприношением в честь нее. И я вас уверяю, что в скором времени и творческий взлет, и покровительство богов у вас будет. И это вам будет обеспечено надолго, а может навечно. Почему? Потому что вы смиренно попросили богов вам помочь в определенном деле. И попросили не лично и не прямо, скажем, не дерзнули, да, а через их посредницу, которая для них вдвойне приятна. Всего доброго, удачи. Еще раз напомню, это для практиков. Удачи!